В июне 23 года вместе с Некромом выходит обновление 38. В нем существенно увеличен шанс выпадения первого фрагмента из публичных подземелий. Это создало целый новый способ фарма голды. Он, спонтанно родившись, быстро умер. Так в чем же было дело? И какие последствия это принесло? Фрагменты– это предметы, которые падают в публичных подземельях глав. Из них собираются питомцы, костюмы и другие коллекционные награды. До 38-го обновления фрагменты просто имели свой шанс выпадения. Публичные подземелья можно было фармить ради этих фрагментов. И на выходе глав, когда цена на них была высокая из-за новизны, это приносило хороший доход. На дистанции такой способ фарма проигрывал даже обычным альтернативам типа сбора ресурсов, но все еще имел смысл. К выходу Некрома стоимость фрагментов из Высокого острова, вышедшего годом ранее, доходила до 50 тысяч. Можно было выбрать самый дорогой фрагмент на рынке и идти в публичное подземелье, из которого он падает, бегать по нему, убивать мобов, пока не надоест. Некром изменил все. Теперь стало выгоднее летать между подземельями и получать падающий почти сразу первый фрагмент. Я повторил свой путь из 23-го по подземельям Некрома, Высокого острова и Черного леса. Ушло 19 минут. Считаем по ценам на выходе главы. Некромские фрагменты стоили примерно по 100 тысяч, 2 куска 200 тысяч золота. Фрагменты Высокого острова посчитаем скромно, по 35 тысяч за штуку. 2 куска еще 70 тысяч. Фрагменты Черного леса по 10 тысяч, 4 куска еще 40 тысяч. В сумме 300 тысяч за 20 минут. Конечно, это не чистое золото в карман сразу. Товар нужно выставить, дождаться продажи. Цена новых фрагментов снижалась, а рынок не бесконечный, но даже с поправкой на это фарм давал не меньше 200 тысяч за 20 минут. Это был хороший, стабильный заработок даже для того времени. Фарм алхимии мог давать около 300 тысяч в час, а тут публичные подземелья, которые раньше не воспринимались как топовый фарм, внезапно начали давать такой же заработок в 2 раза быстрее. Без особой подготовки или прокачки, просто нужно было иметь главу и наносить больше нуля урона по бомбам. Естественно, так не могло продолжаться вечно. Фрагменты– это не расходник, они собираются один раз на аккаунт. Так что спрос не бесконечный. Целый сегмент рынка поехал вниз и по пути встретил обновление 39, где ему выписали смертный приговор. Из описания патча 39. Фрагменты коллекционных предметов из подземелий теперь стали используемыми. Если использовать все необходимые части, это завершит соответствующее достижение и выдаст коллекционку. На первый взгляд, это небольшое удобное изменение. Меньше лишних действий, проще закрывать коллекции. Но на практике это убило цепочку ценностей, существовавшую годами. Для рынка старых фрагментов это был удар намного сильнее, чем могло показаться. Чтобы понять почему, нужно вернуться назад и разобраться, как вообще работал этот рынок до изменений. Старые фрагменты из Моровинда и Сомерсета не собирались в стак. У каждого подземелья были 7 разных конкретных частей. Они все должны были оказаться в инвентаре, чтобы появилась возможность собрать их в рунный ларец. И уже рунный ларец использовался, чтобы получить соответствующую награду. Не обязательно было фармить данжи или бегать по рынку искать нужные предметы. Нужно было просто купить ларец. И на этом рынок жил. Обычный игрок проходил публичный данж, случайно получал часть и выставлял ее на продажу. Часто это был не фармер, не торговец, не человек, который специально занимался этим рынком. Просто кусок упал, его можно продать. Торговец покупал такие части поштучно, собирал полный набор и делал ларец. А вот ларец уже был нормальным, готовым, понятным товаром, потому что покупатель видел, изучен он у него или нет. Ему не нужно было проверять достижения, чтобы найти название 7 частей и вспоминать, что у него уже есть, а чего нет. Он видел понятный предмет и покупал его. Поэтому отдельные части имели ценность не сами по себе, они были сырьем. Кто-то получал сырье случайно, кто-то скупал его с рынка, кто-то собирал полный комплект и продавал готовый ларец с наценкой. 39-е обновление эту цепочку уничтожило. После изменения новые ларцы из этих частей больше не создаются. Ларцы, созданные до этого обновления, стали уникальным редким товаром, на котором отдельные игроки хорошенько нажились, а фрагменты стали просто прогрессом в достижении. И для рынка это критично. Раньше покупателем мог быть кто угодно. После изменения покупателем стал только тот, кто целенаправленно собирает конкретное достижение.
Старые части не исчезли, но потеряли массовый спрос. Они все еще технически полезны. Их все еще можно купить и использовать. Но как товар они стали неудобными. Честно говоря, когда я увидел, как эти части выглядят на чистом аккаунте, я с трудом смог найти, где мне смотреть прогресс. Части картографа имеют самый понятный интерфейс. Видно, что изучено, а что нет. Когда изучаешь, появляется уведомление, можно по нему пройти и посмотреть, что это. А вот части из Сомерсета и Моровинда сбивают с толку. На них до сих пор значится, что это фрагменты рунного ларца. Вот только Лареста больше из них не собирается. Сомневаюсь, что смогу понять, что это и как работает, если бы впервые увидел такой фрагмент. Я нажал «Изучить» и он просто пропал. Раньше он остался бы в инвентаре. Я все еще видел бы, что это. И мне появилось бы уведомление, что не хватает фрагментов для сбора ларца. Сейчас же ни уведомления, ни пояснения, где что смотреть. Неясно, как хотя бы предположительно должен выглядеть процесс знакомства с его механикой. Перед тем, как изучить, новичок должен запомнить его название, потом нажать «Изучить» и потом знать, куда пойти в достижение, чтобы увидеть прогресс. Удачи! К выходу Золотой Дороги рынок фрагментов уже был почти мертв. Но новая глава, новые фрагменты, может хотя бы с ним повториться опыт Некрома? Ответ – нет. Что именно изменилось, сказать сложно. Но, похоже, повышенный шанс первого дропа превратился в просто повышенный шанс дропа. Достижение можно было закрыть за пару часов фарма, и уже на второй день после выхода главы получить за один осколок 20 тысяч золота было за счастье. ЗОС позже даже снижали шанс выпадения этих фрагментов на Xbox. Но на европейском ПК сервере, историю которого я рассказываю, даже это вряд ли бы повысило их ценность. Solstice закрепил тенденцию. Фрагменты из публичных подземелий очень быстро подешевели, несмотря на обычные в этот раз шансы выпадения после первого фрагмента. Подзаработать смогли лишь те, кто из-за бага преждевременно попал на восточную часть острова, которую оперативно закрыли. Фрагменты недоступного подземелья действительно стоили дорого долгое время, пока туда не получили доступ все. Так что же в итоге? Когда-то на выходе главы фрагменты были живым рынком. Спонтанные продавцы, скупщики, сборщики ларцов, целая цепочка, в которой можно было зарабатывать. Сейчас от нее почти ничего не осталось. Расцвет на Некроме оказался не добавлением разнообразия фарма, а его коротким пиком и одновременно началом конца. Почти гарантированный быстрый дроп подорвал спрос. Обновление 39 убило механику ларцов, а новые главы уже не приносят даже короткого всплеска. Сегодня фрагменты публичных подземелий – это просто прогресс в достижении. Ни товар, ни фарм, ни рынок, просто галочка в коллекции. Спасибо за просмотр! Прибыльных сделок и хорошей торговли. Пока!